Солнце в национальном парке висело низко, окрашивая бескрайнюю равнину в цвета жженой охры и расплавленного золота. В это время дня саванна обычно затихает, готовясь к ночному циклу, но в воздухе чувствовалось неестественное напряжение. Пыль, поднятая колесами старого внедорожника, не оседала, а тянулась длинным шлейфом, словно указывая путь к трагедии, которая вот-вот должна была разыграться. Элиас, ведущий ветеринар службы охраны дикой природы, смотрел в бинокль. Его руки, покрытые сетью старых шрамов и въевшейся пылью, не дрожали. В нескольких сотнях метров от них двигалась живая башня, взрослая самка жирафа. Она шла странно. Ее грациозная, покачивающаяся походка была нарушена резким, болезненным подергиванием задней ноги. «Видишь?» — не оборачиваясь, спросил Элиас. «Вижу», — отозвался Кофи, старший рейнджер, чье лицо за годы службы стало похоже на кору древнего баобаба. «Браконьерская петля, стальной трос». Он уже впился в надкосницу. «Если не снимем сегодня, завтра начнется сепсис. А к концу недели гиены справят поминки». Сцена была классической и оттого еще более горькой. Жираф — символ африканских прерий, существо, чье сердце весит больше 10 килограммов, а глаза смотрят на мир с высоты 5 метров, оказался заложником куска ржавой проволоки. Спасение жирафа — это не просто медицинская процедура. Это сложнейшая инженерная и логистическая операция. Вес взрослой самки превышает тонну. Одно неловкое движение, один удар ее копыта, и человек превратится в мокрое пятно на песке. Но главная опасность крылась в самой физиологии животного. «Помнишь правила Кофи?» Элиас начал заправлять дротик транквилизатором. «У нас есть ровно 3 минуты с момента падения. Если она пролежит на боку дольше, давление в ее длинной шее убьет ее быстрее, чем любая инфекция. Ее сердце не рассчитано на горизонтальное положение. Команда из 5 человек, герои, как их называли в местных газетах, хотя сами они считали себя просто работягами, начала распределять роли. 2 на веревках, 2 на фиксации головы, 1 с кусачками. «Она слишком напугана», — прошептала Сара, молодая практикантка, для которой это был первый выезд в поле. «Посмотрите на ее глаза. В этих глазах сейчас только инстинкт выживания, Сара», — жестко ответил Элиас. «И этот инстинкт велит ей убить нас. Будь начеку». Внедорожник взревел, сокращая дистанцию. Жираф, почувствовав угрозу, сорвался на галоп. Это было величественное и одновременно жуткое зрелище. Огромный зверь несся по равнине, а за ним, подпрыгивая на кочках, летела машина с людьми. Элиас высунулся из люка. Ветер бил в лицо, мешая прицелиться. Он ждал момента, когда ритм бега животного станет предсказуемым. Выстрел. Дротик с красным оперением вонзился в мощный круп. Теперь началось самое опасное — ожидание. Лекарство не действует мгновенно. Жираф продолжает бежать, но его координация начинает нарушаться. В этот момент он может споткнуться и сломать свою длинную шею. Это был танец со смертью, где люди должны были стать страховкой. «Пошли веревки!» — закричал Кофи. 2 мужчин выскочили из кузова на ходу. Они бежали параллельно жирафу, растягивая длинный канат. Им нужно было заарканить ноги животного, чтобы мягко, если слово «мягко» вообще применимо к падению тонной туши, повалить ее на землю. Жираф начал замедляться. Его ноги заплетались, голова описывала нелепые круги. «Сейчас!» — скомандовал Элиас. Веревка
захлестнуло ноги. Команда натянула канат, используя вес собственного тела и ствол одинокого дерева как рычаг. С глухим звуком, от которого содрогнулась земля под ногами Сары, жираф рухнул. То, что произошло в следующие секунды, напоминало отлаженный механизм гоночного пит-стопа. Мужчины бросились к лежащему гиганту. Кофи навалился на шею. Это было критически важно. Шею жирафа нужно было держать прижатой к земле и в определенном изгибе, чтобы кровь продолжала поступать в мозг, но не заливала легкие. «Время пошло!» — крикнул Элиас, падая на колени у задней ноги. Зрелище было страшным. Стальной трос глубоко ушел в плоть. Рана воспалилась. Из нее сочилась лимфа вперемешку с гноем. Запах болезни смешался с запахом пыли и пота. «Кусачки!» — Элиас протянул руку, не глядя. Сара вложила инструмент в его ладонь. Ее трясло, но она видела, как четко работают мужчины. Они не были супергероями из кино. Это были обычные люди в выцветших майках, чьи мышцы напряглись до предела. Один из них удерживал бьющееся в конвульсиях тело, другой закрывал жирафу глаза своей курткой, чтобы уменьшить стресс от визуальных раздражителей. «Держи шею, держи ее, Кофи!» — хрипел один из рейнджеров. Жираф попытался вскинуть голову, и сила этого движения едва не подбросила взрослого мужчину в воздух. Элиас работал с хирургической точностью. Трос поддался не сразу, браконьеры использовали качественную сталь. Раздался резкий дзынь, и кусок проволоки, наконец, освободил конечность. «Чистим рану! Заливай антибиотик!» Голубая жидкость из баллончика покрыла поврежденное место. Жираф издал странный гортанный звук, единственный звук, который могут издавать эти почти безмолвные существа. Это была боль, смешанная с проблеском облегчения. 2 минуты 40 секунд!» — крикнула Сара, глядя на секундомер. «Мы на пределе! Готово?» Элиас вколол антидот. Препарат, который должен был мгновенно нейтрализовать действие транквилизатора. «Все назад! Быстро!» Команда разлетелась в разные стороны так же стремительно, как и появилась. В саванне опасно оставаться рядом с приходящим в себя жирафом. Его первый инстинкт — вскочить и ударить того, кто находится рядом. Они стояли в 30 метрах, тяжело дыша и вытирая пот со лбов. Жираф лежал неподвижно несколько секунд, которые показались вечностью. «Ну же, девочка, вставай!» — прошептал Кофи. Сначала шея дернулась, описывая высокую дугу. Затем передние ноги неловко уперлись в песок. С титаническим усилием животное вытолкнуло свое тело вверх. Жираф покачнулся, сделал один неуверенный шаг, затем второй. Он остановился. Его огромные глаза с густыми ресницами посмотрели в сторону людей. В этом взгляде не было благодарности в человеческом понимании. Дикие звери ее не знают, но в нем было признание силы. Жираф повернулся и медленно, уже не хромая так сильно, побрел в сторону горизонта, где небо сходилось с землей в фиолетовой дымке. Элиас подобрал обрывок стального троса. «Сколько их еще там в высокой траве?» — тихо спросила Сара. «Слишком много», — ответил Элиас, убирая инструмент. «Но сегодня на одну меньше. Они сели в машину. У них не было флагов, им не вручали медали. Завтра их ждал такой же выезд, возможно, к слону с пулей в боку или к львице, попавшей в капкан. Вечернее солнце окончательно скрылось, оставив после себя лишь бледный отблеск на капоте внедорожника. Эти люди, герои своего времени, возвращались домой. Они знали, что мир не изменился глобально, но для одной живой башни этот мир начался заново. И в этом, пожалуй, и заключался весь смысл их существования.
быть теми, кто приносит исцеление туда, где человек принес соль. Саванна снова стала тихой, и только следы на песке, следы больших ботинок и огромных копыт напоминали о том, что здесь только что произошло чудо, сотворенное руками обычных людей.